В оазисе посреди засушливой пустыни расположен город. Благословенная Бухара. Огромный пласт истории человечества связан с этим городом сказок, легенд и поэзии. Возраст Бухары превышает 2500 лет. Музей под открытым небом, в котором сосредоточены величественные памятники исторического прошлого Узбекистана. Одна из колыбелей человеческой культуры, изумительные образцы зодчества, воздвигнутые гением народа-созидателя. Высокая, священная и благородная Бухара, Бухоро и Шариф. Так именовался этот город в старинных пергаментах и книгах Востока. Название этого города имеет много версий, среди которых Бухара означает монастырь, или вторая версия – обитель знаний. Бухарский историк X века Наршахи пишет, что ни один город не имел столько названий, как Бухара. Бихара, Бухар, Пухо, Нуми. Китайцы и уйгуры называли город Бухар, что означает местонахождение идолов. В некоторых арабских источниках ее называют Мадинат-ут-Туджар, город торговцев. Все эти термины близки к современному названию Бухара. Древняя Бухара. История возникновения города окружена легендами и преданиями. По одной из них поселение возникло на месте крепости Арк. Влюбленный в дочь Афросиаба Сиавуш попадает в плен к Афросиабу. Смелость Сиавуша так понравилась Афросиабу, что тот решил освободить его от заточения. Влюбленный Сиавуш должен был выполнить условия правителя. Если он сможет построить укрепление на шкуре одного быка, то свадьба состоится. Изобретательный молодой человек нашел способ возвести укрепление, не нарушая условия. Он разрезал шкуру на тонкие ленты, связал их между собой, обозначив площадь под строительство цитадели. В результате образовалась крепость Арк, и возник впоследствии город Бухара. Бухара буквально дышит историей. Каждая эпоха оставила свои отметины, свои опознавательные знаки, будь то персы, греческие правители, тюрки и арабы. Город помнит имена и своих завоевателей, и деятелей науки, богословия, поэзии. Недалеко от Бухары родился Абу Али ибн Сина, Авиценна. Здесь при дворе правителей слагал свои стихи Омар Хайям. Побывавший в этом городе Марко Поло назвал Бухару городом большого величия. Бухарский оазис может быть назван даром Зеравшана с таким же правом, как древние называли Египет даром Нила. Зеравшан, так же как Нил, Инд или Хуанхэ, живительной влагой обеспечил необходимыми природными условиями человека, который своим трудом превратил долину в цветущий оазис, центром которого стала Бухара. О том, что долина Зеравшана была заселена в глубокой древности, говорят археологические находки памятников первобытного общества. Древнейшими из них следует пока считать несколько кремниевых орудий, найденных в 2-3 километрах к юго-западу от городища Варахша. Варахша является одним из ранних исторических памятников Узбекистана. В некоторых источниках
Варахшу также называют Раджфандун. В первых веках до нашей эры здесь, на шелковом пути из Бухары в Хорезм, была возведена крепость. И вырос город, ставший важным экономическим и культурным центром Согда. Как писал Наршахи, Варахша не уступала по величию Бухаре, а по времени основания была древнее Бухары. Городище Варахша играло огромную роль в борьбе с арабами. До сих пор руины крепости являются немыми свидетелями жестоких битв при антиарабской войне. Как показали раскопки, дворец был построен в V веке и просуществовал вплоть до IX века. Стало ясно, что крепость представляла собой здание с расположенными в ряд 3 большими залами, которые условно называют Восточный, Красный и Западный. Стены этих залов были украшены живописными рисунками. В Красном зале на стенах изображены фантастические животные и сцены охоты на хищников. В этих залах вдоль всех стен шли удобные глинобитные суфы. В Восточном зале суфа у стены имела широкую платформу. В течение веков Бухара переходила от одного завоевателя к другому. Но огромный след в истории города оставил его захват арабами, пришедшийся на начало VII века. Убайдулла ибн Зияд был первым, кто принес жителям Средней Азии новую религию – ислам. Городской храм огня, расположенный в центре Бухары, Кутейба превратил в соборную мечеть. В Бухаре началось строительство культовых сооружений – мечетей, минаретов, ханак. Со временем мусульманство закрепилось как главенствующая религия, а с IX века город стали именовать куполом ислама на Востоке. Родившийся в Бухаре известный собиратель хадисов имам Мухаммад аль-Бухари стал известным богословом IX столетия. Его чтят во всем мусульманском мире уже более 1000 лет. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи, записи хадиса, перечислению лиц, передававших его дальше. Он автор сборника хадисов «Аль-Джами ас-Сахих» или «Достоверный», который является второй мусульманской книгой после Корана. В начале IX века арабский халифат оказался в тяжелом политическом кризисе. Стало все труднее удерживать в повиновении покоренные народы. Вплоть до конца X века, во времена правления саманидов, Бухара переживала период подъема экономики, культуры и науки. Город быстро строился и расширялся. В то время здесь жили и работали многие видные деятели просвещения. Быстрыми темпами расширялось и совершенствовалось производство керамики, бронзовое литье. На Востоке появилось и первое высшее учебное заведение – медресе Фарджак, построенное в X веке в Бухаре. Просвещенные правители собирали в своем дворце огромную рукописную библиотеку, которая, к сожалению, была позднее утрачена. Особенно трудными для Бухары стали периоды с XI по XIII века. Шли войны, менялись правители. Но самым грозным завоевателем XIII века был монгольский правитель Чингисхан. Перед стенами Бухары Чингисхан появился неожиданно в феврале или начале марта 1220 года. Когда монголы захватили Бухару, Чингисхан, осматривая центр города, задрал голову, дабы хорошо рассмотреть минарет. В этот момент с его головы упал шлем,
Чтобы подобрать его, полководец низко наклонился. «Я никому не кланялся», — произнес он. «А тебе поклонился. Воистину, ты велик и оправдываешь свое название». В переводе с персидского «По-Ей-Калян» — «подножие великого». Войска Чингисхана окончательно разорили Бухару. Большинство жителей были угнаны в рабство. Но экономика Бухары восстановилась достаточно быстро, ведь город оставался одним из важнейших пунктов Великого Шелкового пути. В годы правления династии эмира Тимура, будучи частью империи тимуридов, Бухара стала крупным региональным и культурным центром. В 1417 году было построено медресе Улугбека. Оно сохранилось до нашего времени. На его воротах была вырезана знаменательная надпись: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки». Позднее, во время правления Абдуллахана II, он подчинил своей власти всю территорию Мауараннахра, Туркестана, Кашгара, Дешти-Кипчака, Хорезма, Балха, Бадахшана и Хорасана. Образовалось Бухарское ханство. Город снова развивался и процветал. В 850-х годах город имел 7 ворот. В XIII веке эти ворота были уничтожены ордами Чингисхана. Во времена Абдул-Азиз-хана были восстановлены западные стены города и построены 11 ворот: Шайх-Джалол, Каракуль, Шергирон, Талипач, Углан, Хазрати-Имам, Самарканд, Мазари-Шариф, Карши, Саллахона, Намазго. Прошло много веков. В городе менялись династии, правители. Город грабили, сжигали. Благословенная Бухара не потеряла свой прекрасный облик. Знаменитые путешественники, посещавшие Бухару, говорят, что этот город очаровывает своей архитектурой и является одним из самых прекрасных городов мира. Почувствуйте неповторимую атмосферу этого города. Первое, что стоит посетить туристу, приехавшему в Бухару, это район старого города. Еще в 1993 году эта историческая часть была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположен один из древнейших минаретов колонн, выстроенный ханом Арсланом в начале XII века. Как гласит легенда, правитель возвел башню на могиле убитого им священнослужителя. В центре старого города расположен величественный и весьма необычный ансамбль, возведенный визирем Надиром Диван-беги. Он включает медресе, ханаку и разделяющий их рукотворный водоем квадратной формы – хаус. В центре ансамбля Надира Диван-беги стоит вылитая из бронзы статуя любимого народом героя-пересмешника Хаджи Насреддина. О Хадже Насреддине каждый что-нибудь дослышал. Хаджа много путешествует, но непонятно, где же все-таки его дом. Повсюду ждут его друзья и ученики и любят за острые шутки и озорные проделки. Близ этих сооружений располагается прекрасно сохранившийся древний восточный базар Токи-Заргарон. Сохранилась в Бухаре и крепость Арк, которая находится на площади Регистан. Эта величественная крепость является символом власти эмира. Построена она на холме,
В те времена на это требовались усилия тысяч рабов. Отсюда осуществлялось руководство страной. Сейчас внутри крепости расположено много зданий. Мечеть, медресе, здесь был и монетный двор, а сейчас в ее восточной части располагается краеведческий музей. Шашмаком – ведущий музыкально-циклический жанр музыкального наследия узбекского и таджикского народов, включающий в себя разнообразные по мелосу, форме и исполнительству цикл сложных и совершенных инструментальных и вокальных произведений. Шашмаком был ведущим жанром придворной и городской музыкальной культуры. В 2003 году музыка шашмакома была признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества, а в 2008 году внесена в репрезентативный список ЮНЕСКО. Туристам стоит посетить мавзолей саманидов, который является самым древним памятником исламской архитектуры, а также единственным дошедшим до наших дней памятником времен правления этой династии. По дошедшим сведениям, мавзолей был возведен для Ахмада ибн Асада, отца Исмаила Самани, основателя государства, а позднее стал семейной усыпальницей. Существует предание о том, как сохранился от разрушения мавзолей саманидов. Узнав о приближении монгольских войск, жители города ринулись к мавзолею, засыпали его полностью песком. Еще один памятник в парке – это величественный мавзолей Чашма-Аюб, в котором сегодня расположен музей воды. Сооружение, возведенное во времена правления эмира Тимура, на протяжении веков неоднократно перестраивалось. По легенде, мавзолей был возведен рядом со священным источником, дарованным местному населению пророком Иовом. В 4 километрах от Бухары располагается величественный дворец Мохи-Хоса. Из известных легенд, пожалуй, ближе к истории ее создания, следующее. В один из летних дней ко двору призвали известных зодчих и мастеров Бухары. Эмир приказал сотворить сад отдыха, который был бы равен по красоте садам Эдема. Чтобы в зданиях летом было прохладно, зимой тепло, чтобы отдыхало тело и парила душа. Ваше Величество, для этого мы должны определить розу ветров. Мастера нашли розу ветров. Мохи-Хоса – название, которое в переводе означает «подобный звездам и луне». Бывшую летнюю резиденцию эмиров отличает изысканная архитектура и роскошное внутреннее убранство. Экскурсия позволит окунуться в атмосферу настоящей восточной сказки. Помимо эстетического наслаждения, посещение дворца позволит расширить кругозор, ведь на его территории располагается экспозиция музея декоративно-прикладного искусства. В 12 километрах к востоку от города расположена одна из важнейших исламских святынь – мавзолей Накшбанда. Здесь всегда много паломников, но обычному туристу мавзолей тоже будет интересен своей историей и архитектурой.
Всего в Бухаре насчитывается около 140 памятников древней культуры, среди которых особенно примечательны мечети и медресе. Город интересен своей историей, архитектурой и неповторимым восточным колоритом. По Бухаре можно ходить часами, и если зайти на отдаленную улочку, может показаться, что вот-вот покажутся герои сказок Шахерезады. Да и сама Бухара наполнена ореолом сказочности и таинственности. Это изумительный город планеты, аналогов которому вряд ли можно найти где-нибудь еще. Ежегодно сюда приезжает огромное количество туристов из самых разных уголков мира, чтобы своими глазами увидеть живую историю, застывшую во времени в камнях, многочисленных памятниках средневековой архитектуры, которые прошли свой долгий путь сквозь века, чтобы сегодня доставить нам всем удовольствие и рассказать о жизни, быте, культуре бухарцев. Одна из бухарских поговорок гласит: «Во всем мире свет не сходит с небес, и только в Бухаре он восходит от земли». Говорят же бухарцы так потому, что в земле этого священного города похоронены тысячи праведников и мусульманских святых. Вот и окончен один из туристических дней. Наступает ночь. Засыпает благословенный город, спят утомленные древние улицы с монументальными зданиями, и только их красочные купола и порталы величественно возносятся ввысь. Засыпают многокупольные перекрытия торговых построек на базарных площадях. Задремал Регистан. Хранит угрюмое молчание древний мавзолей саманидов. Уже никого нет у так любимого горожанами Ля-Бехауза. Грозным часовым возвышается могучая громада цитадели, и над всем этим гордо возносится к небу минарет Калян, маяк для тех, кто в пути. Спи, древний город. Завтра будет новый суматошный день. Приедут новые друзья, и ты вновь поделишься с ними своими тайнами.